Внезапно наткнулся на такой очень интересный проект, называется «Анна Стей». Анна, останься, или «Привет, Анна», или, ну, короче, что-то про Анну. И это про мобильный домик, только мобильный он в самом себе. Он гутоперчивый домик, не гутоперчивый, трансформер, домик-трансформер, да. Такой тыдын и тыдын, и вот так тыдын и тыдын. Смотрите, это прям интересно и это красиво. Сразу покажу авторов проекта. Если вы думаете, куда бежать, кому заказывать, вот это они сделали. И, собственно, сама идея, это прям удивительно. Сначала все выглядит, ну, довольно-таки обычно. Довольно обычно, модернистски немножко и, в принципе, в целом симпатично. Такой скандинавский стиль простой, но если мы посмотрим на вот эту вот внутреннюю структуру, вот один фрагмент домика, вот второй фрагмент домика. И посмотрите, как работает вот это внутреннее открытое помещение. Домик инсталлирован сейчас на озере, на каком-то большом, и вы можете быть там вот таким образом. И бам-бам, и вот таким образом. Потому что внутренняя структура, которую мы видели до этого, она убирается в правый и левый сегменты этого дома. И, по сути, вы можете быть на открытом воздухе и в закрытом помещении. Нужно просто притянуть вот эту вот историю туда, сюда. Вы проснулись утром, и бамс, прекрасный день, прекрасная погода, вы убираете ее и продолжаете свою жизнь, свой отдых на вот таком вот, на открытом пространстве, в пару движений просто. Вот так это безумно изумительно выглядит. Можно сидеть вот здесь, ну, лежать, спать, просыпаться, глядя на всю вот эту природу невероятную, превосходную, и практически быть в природе. Природа практически приходит сюда. Между вами нет никакой границы, кроме вот такой вот простой визуальной стеклянной, которую тут же можно убрать. И, собственно, этот процесс как раз происходит вот сейчас на этой фотографии, когда это, видимо, Анна, да, проект называется «Анна Стей». Она берет, ну, ставит отсюда, подходит и удвигает вот эту вот историю, которая на роллерах, на таких маленьких колесиках, просто сдвигает ее, и бамс, она на открытом воздухе. И бамс, вот эта вот структура превращается из стеклянной комнаты в террасу на раз-два. И точно так же можно радостно задвинуть эту структуру обратно, когда похолодало там или, ну, прилетели москиты и хотят кусать, но нет, Анна задвинула обратно вот эту вот историю и сидит, наслаждается, чем-то наслаждается, может быть, смотрит кино и пьет чай. И вот, собственно, система обогрева. Это, как я вижу, обычная дровяная печь, видимо, ее хватает. Это проект для Нидерландов. Мне очень нравится вот эта вот структура, она простая и ясная, она основана на таких, ну, благородных, чистых, простых линиях, и вот эта вот структура легко уходит туда. Здесь ферма, крыши, здесь конструкции внутренние, вот эти, которые создают среднюю площадку. Все работает отлично, все работает вместе, и работает и как структура, и как архитектура, и как потрясающая функция. И даже в самой структуре это все выглядит очень органично и очень симпатично. Это красота, как красота модернизма. И в этой красоте много конкретики, много человеческого. Вот это нидерландская природа и вот это вот такая простая нидерландская архитектура. Ну, такая скандинавская, европейская, чистая, модернистская. И очень органично, мне кажется, лежит вот в этом контексте, в природном контексте. Если мы посмотрим на внутреннюю структуру, как это все работает, то видим вот две направляющие. Вот это для одного сегмента, вот это для второго сегмента. И они могут ездить туда-сюда по вот этим простым рельсам. То есть от домика берется вот такая часть, ну, я думаю, она все равно может использоваться, вы можете туда приходить. Стул стоит здесь, а вот эта вот вся история может двигаться туда-сюда. И один из фасадов дома может быть вот такой вот большой террасой, с которой вы можете выйти в открытое поле. Или как с той стороны, например, выйти в озеро. Да, это любопытно. Мне очень нравится. Немножко похоже на сарай, но такой эстетичный сарай. Ну, в другой парадигме мира. Интересный.
Да, и что интересно, ездят не только вот эти вот внутренние легкие каркасные направляющие, но и сами большие сегменты, которые мы видели на предыдущей фотографии. Вот эти сегменты, они тоже ездят. И вот эти структуры тоже ездят. То есть вы модулируете ваш домик по вашему вкусу на необходимые вам настроения и ситуации. Это потрясающе. И вся эта история не требует больших усилий. Ну, один человек может запросто с этим справиться. Вот такие вот колесики. Я думаю, тут все хорошо. Если не сбивается, если постоянно, ну, как следить за этим всем, то легко может двигаться эта вся конструкция. Скорее всего, передвижение делается вручную, но, в принципе, я не вижу там какой-то большой проблемы, чтобы совместить это с какими-то регуляторами, чтобы можно было делать это все с пульта. И ты лежишь здесь, лежишь радостно, просыпаешься, нажимаешь на пульт, и у тебя отъезжает стена, и туда к тебе приходит солнце так медленно, вот этими вот лучами. Тын-тын-тын-тын-тын. Или открываешь наполовину, и лежишь, ждешь, пока солнце докрутится и осветит постель. Ну, это же круто. Да, и ребята все продумали и с сантехникой. Ну, тут небольшой прям скромный душ, но мне кажется, это супер адекватно. Вот здесь есть озеро. Ты или пошел в душ, или ты пошел в озеро, как ты хочешь, или пошел пить кофе. Прекрасно. И продуманы сегменты, необходимые для кухни, для обеденного столика. Вот тут такой тоже прям немного брутальный рукомойник. Давно я таких не видел, но это симпатично и мило. И тут, наверное, аквариум. И ты делаешь тут, например, рыбу, там, или салат, или мясо. Выходишь вот сюда, сидишь здесь, смотришь на озеро, может быть, идешь купаешься, возвращаешься сюда, топаешь босыми ногами по натуральному дереву. Вот здесь присутствуешь. Очень хорошая идея. А если к тебе пришли гости, ты раздвигаешь вот эту вот структуру и вот эту структуру раздвигаешь, ставишь большой стол для большой компании. Да уместится здесь народу, мне кажется, еще там, может быть, в 2 раза больше. И вы обедаете, общаетесь на природе. Потом стало чуть холоднее, вы сдвигаете, но все равно через стекла природа. И потом, когда уже все устали, может быть, можно эту всю историю сдвинуть. И вот эти виды, ты сидишь, смотришь туда, смотришь сюда, ничто не мешает тебе. Эта структура, это естественное дерево. Мне кажется, это сосна, скорее всего, сосна, да. И вот таким образом составленная, она дает такую конструкцию. Очень круто. И очень удачно, органично все выглядит в общем контексте. И в этих внешних структурах есть оконные проемы. Ну, соответственно, мы можем увидеть пропорции по отношению к человеку, каким образом эта вся история работает. И тут ее поставили как мостик. Это как будто бы мост над элементом или реки, туда уходит, или река, или ручей. И они перекинули домик как мостик как в Венеции. Блин, как в Венеции. Домик-мостик через реку. И тут сидят, могут открыть эту штучку, сесть сюда, поболтать ногами, посмотреть на закат, посмотреть на восход. И прекрасная загородная жизнь. Еще чуть-чуть посмотрим на систему роллеров. Вот так двигается вот эта внешняя структура. Она ездит по вот этим направляющим. И вот так двигается внутренняя структура по вот этим направляющим. И, соответственно, тут подсветка, и тут оконные проемы. Это все, как я понимаю, модульная система. И фасады могут быть открытыми, как мы видели на предыдущих снимках, и закрытыми, как, например, вот в этом варианте с дверными проемами. В принципе, это все один большой сборный конструктор под различные задачи. Не такой фиксированный кейс, а, как я понимаю, авторы могут собирать его в различной комплектации, в различных формах под различные задачи клиента и в различном размере. И посмотрите, как забавно. Осталась стенка, к ней приходит вот эта вот стеклянная структура, а, например, вот большая глобальная структура, она отъезжает вот в эту сторону. Домик-трансформер. Потрясно. И тот человек, который его придумал, он, как пишет, он не имеет архитектурного образования, но он делал заказ для своих родственников и придумал вот эту структуру. И в итоге получил огромное количество отзывов со всего мира и участие в различных конкурсах на создание подобного вида жилья. Это
Классно. И тут, соответственно, вариант, когда стекленные веранды, они вынесены на края домика, а большая вся структура закрытая, она собрана посередине. Это как вам комфортно, как вам больше нравится ощущать себя в этом пространстве. Может быть вот так, может быть вот так. И, конечно, потрясающе все выглядит, ну, когда ночное освещение. Это как такой прекрасный фонарик, прекрасная гирлянда. Интересная, сложная структура. Ну, вот так можно встречать утро, встречать рассвет. И можно быть тут, кто-то идет на рыбалку, или тут, ну, есть собачка, и тут хозяин сидит и наслаждается всей этой ситуацией вокруг. Как я говорил, уже можно радостно сидеть, свесить ножки, смотреть на всю вот эту природу и сдвигать, раздвигать вот эту структуру, создавая себе домик, интерпретируя его как одежду, как будто бы ты надел часть на себя или снял часть с себя, в зависимости от того, как тебе комфортно. Теперь ты это можешь делать с домиком. И наслаждаться и вот этими вот ночными видами, и вот этими утренними. И, как говорит автор вот этого проекта, это домик, он удивительно легкий и не требует практически в большинстве случаев для себя каких-либо фундаментов. И в некоторых случаях может потребоваться свайный фундамент, который, ну, как говорит его партнер, устанавливают за полдня. Нет проблемы. Ну, на самом деле. И эта кабина, этот домик, он спроектирован таким образом, что может доставляться к месту и в виде собранном, и в виде плоском, когда все эти системы разъединены и положены друг на друга и отправляются в компактном виде. И его комплектация — это ванная, душ, туалет, полностью оборудованная кухня и много места для хранения вещей. Достаточно места для двухспальных кроватей, двух двуспальных кроватей. В общем, вот, и можно это все оборудовать центральным отоплением. Вот такие вот разработчики из Нидерландов. Мне супер понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите внизу в описании к видео. Много моих видео по скетчингу, по быстрому рисунку, ландшафтному, архитектурному, все такой истории. И лекции про обзоры. Вот такие вот интересные обзоры различных новых технологий, то, как люди думают во всем мире. Я эти штуки собираю. Если вы хотите меня поддержать или получить какую-то от меня эксклюзивную информацию, подписывайтесь на Boosty. Это сервис, где я выкладываю те материалы, которые не выкладываю в открытый доступ. Там очень много полезного, да. Всем чао-чао. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем пока.